Понадобится ли в Грузии российская кредитная карта? Вопрос задает Валерия, да, с большими крупными городами обстановка понятна, а в глубинке можно ли рассчитываться банковской картой или там лучше иметь при себе наличные деньги? То есть вопрос звучит так, насколько актуально в Грузии, понадобится ли в Грузии кредитная карта, ну или пластик, да, не обязательно российская, белорусская, украинская, неважно. И вот Юрий здесь рассказывает о том, что удобство кредитной карточки трудно переоценить, на мышление, ну, что я могу сказать? Свое мнение по этому. С кредиткой в больших, ну, условно больших городах проблем нет вообще. Понятно, что когда вы едете в горы, понятно, что когда вы едете куда-то отдыхать, то даже если там будет банкомат в каком-то небольшом поселке, то вполне возможно там внутренний курс обмена с вашим банком будет так себе. Ну и мне тяжело представить, что мешает вам взять 50 или 100 лари мелкими там пятерочками, да, с собой, чтобы покупать там пирожки, кукурузу, либо что-то сделать. Опять же, если ехать в Уреки, что тоже правда, да, там это, допустим, когда мы ездили в Уреки и там арендовали комнату, то, конечно же, лучше, если вы хотите арендовать там комнату, дом или квартиру там на 3 дня, на неделю, то, конечно же, наличные будут лучше преобладать. Но были варианты, когда с нами вполне себе нормально говорили, и люди брали прием на терминал. То есть терминалы есть у многих, есть у всех, но понятно, что когда вы договариваетесь с частником, и это правда, то я бы рассматривал вариант оплаты наличными. Но, друзья мои, какие же здесь мне не понравились, ну, с чем я тут не согласен. Проценты, все правильно, то есть процент может быть, то есть здесь в этом случае процент, опять же, но если вы будете снимать деньги со своей карточки с банкомате и оплачивать этими наличными деньгами в магазине, как делают некоторые, такое все удовольствие. В магазинах, там, где принимают кредитные карты, там, где принимают пластик, платите пластиком. Где частники, ну, как частники, кафе, рестораны, это все пластик. Опять же, мы покупаем даже клубнику в маленьких лоточках тоже по пластику, да, то есть, соответственно, как бы здесь вообще вариантов нет. Бабушка в деревеньке молоко, друзья мои, тут уже бабушки скоро, ну, то есть Грузия, власть Грузии действительно делают все возможное, чтобы здесь заходили карты. Причем, смотрите, внимание, здесь очень лояльная налоговая политика по отношению к частному предпринимательству, поэтому предпринимателей таким образом мотивируют обращаться через пластик. Носить с собой запас наличных денег я бы не советовал. Почему? Потому что здесь вы их можете попросту, ну, украсть вряд ли, но можно потерять. Пластик проще. Опять же, когда у вас есть в телефоне, там, да, это Apple Pay, тоже здесь нормально все это работает у экспатов, у туристов, все всегда. Поэтому единственный минус это то, что надо понимать, где, в каком банке выпущена ваша кредитная карта или там пластиковая карта, да, соответственно, и в каком банке меньше процент за снятие, меньше конвертации. Ну, опять же, это можно узнать в каталоге Мадлоба, приходя к нам, мы здесь записываем видео, рассказываем все. И спрашивать у экспатов, которые уже, их полно в Телеграме, их полно в Фейсбуке, как их кто здесь меняет, а мы будем держать вас в курсе. Если у вас есть вопросы, задавайте под этим видео, обязательно отвечу, либо приходите сюда и задавайте эти вопросы под этой статьей. Спасибо за внимание, до свидания.